Мальчики и девочки, приветствую вас на своем канале Амадея Таро. С вами Вероника. Кто-то из вас писал мне в комментариях о том, чтобы посмотреть, да, такой аспект, как внутренние блоки, да, что мешает нам на данном этапе нашей жизни. Вот так получилось, что сейчас будет расклад, он будет, да, на одну позицию. Это один из раскладов, которые делаются на энергиях Йоля. Там будет у нас 5 позиций. И сейчас мы постараемся рассмотреть. Знаете, он небольшой, но при этом очень емкий. То есть по максимуму много информации предоставляет, да, о личности и о том положении, которое вы на данный момент занимаете во Вселенной и пространстве. Итак, сейчас я подготовлю Таро. В помощь мне сегодня, как всегда, оракул теней. И, возможно, будет Таро веретника колода. Но не факт. Да, чтобы там слишком негативные аспекты не затрагивать. Итак. Давайте. Первая позиция – это что необходимо разбудить в себе то, что в вас дремлет на данный момент жизни. То, что блокирует выход этих энергий или качеств, да, у вас, почему они не проявлены, до сих пор остаются. Эта позиция говорит о том, что вам поможет разбудить эти энергии. Для чего вам необходимо разбудить вообще эти энергии? Посмотрим по 4-й позиции. И при каких обстоятельствах ваши дремлющие качества проявятся. Так, и сейчас будем более детально просматривать, если что, уточнять. Здесь, знаете, здесь основополагающее, нужно ухватиться за шанс и совершить какой-то переход. Куда, зачем и почему, сейчас будем смотреть. Расклад этот очень интересный. Йоль, конечно, у нас давно прошел, но это не суть важно, это не умаляет того, что его энергии все еще для нас актуальны. Хотя уже на подходе энергии Имболка. Но пока они ведь только на подходе, правда? Убирайте, пожалуйста, всеми вам знакомыми способами и доступными такое чувство, как ранимость свою убирайте, короче говоря. Там ритуалика с цветами должна быть у вас. Очень поможет. Итак, начнем. Смотрим, что вам необходимо разбудить в себе и то, что дремлет в вас. Королева кубков, девочки, эмоциональность, радость, наполнение, когда вы делитесь этим с кем-то, не хватает этого. Истина. Должны научиться говорить правду. То, что думаете. Не нужно принимать желаемое за действительное, и нужно оставаться верными себе. Вот какие качества вам необходимо разбудить. Хочется все-таки, я не могу
тянет меня к этой колоде. Какие качества необходимо разбудить в себе? Знаете, здесь как? Во-первых, убрать свои иллюзии. Во-вторых, если они есть у кого-то из вашего окружения, вы об этом должны доносить людям, которые вас окружают, не бояться, не стесняться, да, своих мыслей и не переживать о том, а что они обо мне подумают. Пусть думают, что хотят. Ваша задача не держать в заперти ваши мысли, понимаете? Здесь не нужно бояться своих идей, мыслей и зажимать себя. Так, смотрим теперь, что блокирует вам выход этих энергий, да, вот этого всего. Почему они у вас сейчас не проявлены? Привязанность по любви вам нужно убирать, выметать прям нужно. Возможно, была когда-то любовь, но теперь угасла, и смысл оставаться с человеком ради чего-то, если тебе некомфортно, этого делать не стоит. В магии тут подселенцев нужно выметать. Есть еще такой аспект. Если рядом с вами нет человека, с которым вам некомфортно, здесь на любовную тематику были негативные программы, и вам нужно это подчищать. Либо же кто-то на вас делает, чтобы вы были слишком добры. Короче говоря, привязки, знаете, там, или же вещи, которые идут на улучшение отношений между людьми. Что-то здесь происходит, понимаете, что вас вот за сердечную чакру задевают, а вам нужно высказаться. Возможно, донести людям, что вы, не будете больше в статусе королевы кубков для них, потому что вам это уже не интересно, не актуально, не нужно. Ладно, смотрим дальше. Девочки, кому интересен этот расклад, обращайтесь в личку. Естественно, при личном рассмотре там больше этих всех моментов я достаю. Тоже как пример личного расклада. Вот этот вот идет. Так, что поможет вам разбудить вот эти энергии? Дьявол. Шабаш. Здесь нужно прорабатывать свой 15-й аркан, то есть не бояться себя не бояться себя в гневе, не бояться сказать, что ты думаешь на самом деле, не бояться идти на сотрудничество, допустим, с теми же темными ипостасями богов, не бояться идти работать на кладбище. Что вам поможет разбудить эти энергии? И видите, карта Йоля даже выпала. То есть вот этот период для вас вообще очень хорошо, крайне благоприятен для выметания вот таких вот деструктивных сюжетов и личностей. Давайте-ка посмотрим, что поможет. Тут работа, ребята, действительно, работа с богами поможет вам. Если будете их просить о помощи, сотрудничать с ними. И как ни крутите, здесь, да, работа. Здесь работа на кладбище и работа со своей внутренней темной стороной. То есть, знаете, не бояться показаться какой-то не такой. Проявить, знаете, свой
не то что проявить, а вынести на всеобщее обозрение свой внутренний стержень. Очень даже интересно. Так, для чего вам это необходимо, да, вообще вот это вот все проявлять? Что вот оно вам может дать в будущем? Королеву Пентаклей, девочки. Девочки, новости какие-то вам это даст. Здесь еще знаете как? У вас появятся люди в окружении, которые вам не будут лгать. Просто, знаете, начнут бояться этого. Либо же вообще кардинально новое общество, в котором, ну, ложь будет неприемлемым фактором. То есть, ну, и королева Пентаклей, сами понимаете, это шанс обрести свою вторую половину, то есть стать женой, матерью. Это как один из аспектов. Это когда вы наполнены, это когда у вас есть, к примеру, я говорю, свое дело, там, да, занятие, то есть вы в ресурсе. Вы, то есть здесь вы просто в королеве кубков, понимаете, в полете фантазии, да, были, а здесь вы уже заземляетесь. Здесь прям вот применение ваших способностей мне идет фраза. Вот смотрите, для чего вам это необходимо еще? Для того, чтобы вы взяли над ситуацией верх, и здесь карта отомщения падает. Отомстить за то, что вот через подселенцев на ваше сердце влияют. То есть, знаете, здесь вы должны защитить себя. Конечно, звучит это странно, но при правильном подходе, ребят, да, здесь нужно сотрудничество на кладбище или же с темными ипостасями богов. Потому что здесь подселенцы, и сами понимаете, что снять их можно только через подобные места. Итак, смотрим теперь позицию, при каких обстоятельствах ваши дремлющие качества проявятся. Давайте в ближайшее время возьмем до конца этого месяца, до имболка, да? Сотрудничество, союз. Кстати, знаете, вообще так интересно, так хочется сказать, вот будет такая ситуация, как познакомились на одном кладбище. Ну, это как один из вариантов. К вам спешит в вашу жизнь союз с кем-то, партнерство, понимаете, дружба. Не обязательно, что это вот... Вообще вот запомните, что истинные отношения, истинные чувства, истинно верное их проявление, их понимание как мужчиной, так и женщиной начинается с дружбы. И никак иначе. Ну, понятное дело, что мужчина, он, ну, не дружит с той женщиной, на которую у него ничего не зашевелилось. И понимает он это в первые 10 секунд, когда смотрит на вас. И это тоже факт. Только потом он решает, нужно ли ему что-то предпринимать дальше. Здесь вот что вам поможет? Здесь прям партнерство поможет, а? Давайте сейчас посмотрим, что за карта из Веретника выпадет. Новое партнерство, от чего отречься? Да, девочки, здесь отречение от замкнутости. Возможно, вы давно уже... Слушайте, да, здесь однозначно на кладбище нужно работать, там по высшему суду дадут отпор вашим недоброжелателям. Но прошу вас, пожалуйста, не бездумно окунайтесь в это, изучите этот вопрос, да, и подойдите к этому с правильной точки зрения, дабы не влезть в ненужные вещи. Глядите, здесь у кого-то у вас... возможно, не было долго отношений, да, не было, допустим, человека, которому вы бы могли искренне доверять вот все, что у вас там, да, вот накипело, надумали вы, и
вам нужно быстро отрекаться от этого. Короче говоря, в ваше пространство идет какой-то человек, мужчина или женщина. Даже вот если, ну, для девочек, даже вот встретите вы, да, другую женщину, ну, на высоких вибрациях, с которой будет о чем поговорить, это как верный друг, товарищ, да, это тоже немаловажно в нашей жизни. Поэтому здесь не нужно будет, знаете, долго вот о прошлом думать, а просто отрекаться от старых связей и быстренько из вот этой внутренней замкнутости выходить во все новое. Так что вот такой вот расклад у нас. Очень интересный, мне он всегда очень нравился. Почему? Потому что, ну, действительно, много какие аспекты поднимаются. Ну, а вы мне пишите ваши комментарии по поводу расклада, по поводу ваших впечатлений, делитесь историями. А я вам желаю добра этого мира. Пока-пока.